Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц. Я сегодня к вам с новым узорчиком и с ниточками, с которыми мы уже в этом сезоне работали. Но хочу уточнить, вы берете любую пряжу, какая у вас есть, читаете по аннотации крючок, какой вам советует производитель, чтобы у вас все получилось. А я сегодня буду работать вот с такими ниточками. Называются они Yarn Art Begonia. Здесь в моточке 50 грамм, 169 метров. Это стопроцентный мерсеризированный хлопок. Цвет, кому интересно, смотрите. 6309. Ну, в принципе, на камеру, мне кажется, передается чуть светлее. Вот такой приятный сиреневый цвет. И нам советует производитель, берите крючок, вот видите, 3,5 миллиметра. Но я данную пряжу, да, вяжу крючком номер 2. Вот. В зависимости, конечно, подбирайте от плотности вашего вязания, от крючка, от эффекта, который хотите сделать, более ажурный, либо более плотно, подбирайте крючок. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 10 петелек. Давайте наберем, получается, 3 раппорта, так, еще одну воздушную петельку для того, чтобы узорчик красиво закончился. Итого 31 воздушная петелька. Я буду набирать, а вы набирайте, сколько вам удобно. Итак, для начала все как всегда. В начале петелька фиксации. И при наборе петелек мы ее не считаем. Теперь 31 воздушная петелька. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Вот, будущий образец. Далее, как и во многих узорчиках, да, особенно новичкам, советую сделать вспомогательный ряд. Смотрите, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Далее отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. У нас получается столбик с накидом. Накид. В следующую петельку точно так же провязываем столбик с накидом. И в следующие, и во все последующие петельки цепочки провязываем столбик с накидом. Сами себя контролируем. То есть, если я набрала, например, 31 воздушную петельку, у меня должен получиться 31 столбик с накидом. Если вы набрали больше или меньше, ну просто контролируйте количество петелек, количество столбиков. Не забывайте, первые 3 петельки подъема это тоже имитация столбика с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6 столбиков я уже провязала. Давайте до конца самостоятельно провязывайте, да, и в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Так, вот мы провязали до конца ряда наши столбики. И смотрите, теперь приступаем к узорчику. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И по узорчику 3 воздушные петельки. Раз, два, три. То есть мы в самом начале здесь набрали 6 воздушных петелек. Дальше смотрите внимательно. Накид. И мы пропускаем 4 столбика. Считаем. Раз, два, три, 4. В 5-й ныряем и провязываем 6 столбиков с накидом. Раз, столбик с накидом, сюда же. 2, столбик с накидом, сюда же. 3, столбик с накидом, сюда же. 4, столбик с накидом, сюда же. 5 и 6. То есть мы как бы сделали вот такой вот веерочек. Угу. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. И в 5-й провязываем столбик с накидом. Вот. Это тот самый столбик, который мы с вами провязывали. Вот здесь вот 3 петельки подъема. Да, имитировали столбик. Дальше повторение. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. И в 5-й начинаем провязывать веерочек, состоящий из 6 столбиков с накидом. Итак, раз, два, три, 4, 5, 6. Угу. Вот. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. В 5-й провязываем столбик с накидом. И так далее. Чередуем столбик, веерочек,
столбик, веерочек, столбик, веерочек, столбик, веерочек до конца ряда, до длины вашего образца. Угу. Не сложно? Давайте до конца ряда самостоятельно, в конце ряда встречаемся. Так, вот наши веерочки, столбики готовы. И закончили мы ряд столбиком с накидом. Вот в 3 петельки подъема предыдущего ряда. Далее смотрите, что делаем. Воздушную петельку, поворот. И сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Есть. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. И начинаем работать вот с нашим веерочком. У нас здесь 6 столбиков. Вначале провязываем за верхушки первые 3 столбика. Итак, накид. Верхушку первого нырнули, провязали столбик с накидом раз, верхушку второго столбик с накидом 2 и верхушку третьего столбик с накидом 3. А теперь делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И продолжаем вязать также столбики в следующие 4, 5 и 6 столбики. Итак, 4 столбик провязываем столбиком с накидом, 5 и 6. То есть, если как бы приглядеться, получается, мы немножко разорвали наш веерочек на 2 части, да? Вот. Идем дальше. 2 воздушные петельки. Раз, два. И переключаемся вот на столбик одиноко стоящий и провязываем в него столбик без накида. Понятно? Вот. Получается вот такая картина. А дальше идет опять повторение. 2 воздушные петельки. И опять провязываем наши столбики. Итак, первый столбик. Столбик с накидом, второй столбик, столбик с накидом, третий столбик, столбик с накидом. После 3 столбиков 2 воздушные петельки. Раз, два. И оставшиеся 3 столбика точно так же провязываем. Столбик с накидом 4, столбик с накидом 5, столбик с накидом 6. Угу. 2 воздушные петельки. И опять подключаемся к одиноко стоящему столбику с накидом. И в него провязываем столбик без накида. Понятно? И так далее до конца ряда. Не сложно? Не сложно. Все, встречаемся в конце ряда. Так, смотрите. Вот мы провязали наши веерочки. Стали они уже побольше. Теперь смотрите, что будем делать. Закончили мы ряд столбиком без накида. И теперь нам необходимо сделать 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Поворот. И смотрите, вот эти вот первые 2 столбика, смотрите, как будем провязывать. Вначале мы ныряем в верхушку первого столбика, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, 2 петельки на крючке, накид. Теперь мы ныряем между первым и вторым столбиком вот так вот, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, 3 петельки на крючке, держим, накид и второй столбик, верхушку второго столбика ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, и у нас 4 петельки на крючке. Теперь провязываем все 4 петельки вместе и фиксируем. Как бы вот такой вот листочек сформировали. Теперь смотрите, 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И опускаемся вот к следующему столбику. В него провязываем, смотрите, столбик соединительный. Оп. Сейчас, секундочку. Столбик соединительный. Провязываем петельку. Раз. Все, соединили. Дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И перепрыгиваем вот эту нашу арочку, так, к следующему столбику. Раз, два, 3. 3 столбика к первому. Нырнули, вытянули ниточку, соединительная петелька. Оп. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И последние 2 столбика провязываем точно так же, как мы провязывали вот эти вот первые 2 столбика. Итак, верхушка столбика, 2 петельки, стоп. Накид между столбиками ныряем. 2 петельки, стоп, накид, последний столбик нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп, 4 петельки провязали вместе и обязательно зафиксировали. И у нас вот такие вот рожки получились, видите? Вот такая вот картина. Дальше что мы делаем? Смотрите, сразу же, да, перепрыгиваем эту арочку, перепрыгиваем столбик, арочку, сразу же перепрыгиваем к следующим столбикам. Итак, накид, провязываем точно так же первый столбик, ныряем между первым и вторым столбиком. И второй столбик, да, провязываем, но провязываем как 3 столбик. Теперь все петельки вместе и зафиксировали. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Последний столбик вот из этих 3. Раз, два, 3. Вот этот столбик. Нырнули, вытянули ниточку и сделали соединительную петельку. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3.
И перепрыгиваем к следующему столбику, тоже соединительной петелькой. Дальше 3 воздушные. Раз, два, три. И опять провязываем последние наши 2 столбика. Столбик захватили, между столбиками взяли и в третий столбик, получается, захватили. Все, 4 петельки на крючке, провязали вместе, зафиксировали. Понятно? И у вас получается вот такая вот картина. Как бы был веерочек, и он разделился вот на такие листики. Видите? Вот он, веерочек разделился вот на такие вот листики. Давайте до конца ряда самостоятельно, в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, вот провязали практически до конца ряда. Практически. Почему? Потому что хочу показать, как будем заканчивать ряд. Вот наш последний как бы лепесточек. И мы делаем, смотрите, для выравнивания ряда, помните, да, мы набирали 4 воздушные петельки. Значит, здесь делаем 2 накида и опускаемся вот до столбика без накида предыдущего ряда, захватываем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. То есть поняли, да? Так мы высоту выровняли наш ряд. Далее, смотрите. Делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И делаем 3 воздушные петельки по узорчику. Раз, два, три. То есть мы делаем 6 воздушных петелек. А теперь смотрите внимательно. Далее ваша задача провязать вот точно такой же веерочек. Так? Вы можете провязывать его вот так вот, ныряете в эту арочку, да, 6 столбиков с накидом. А можете нырнуть непосредственно вот в центральную петельку, как я хочу сделать. Мне кажется, так будет намного удобнее, красивее, аккуратнее. Но кому как удобно делайте, да? Итак, столбик с накидом 1, опять в петельку столбик с накидом 2, опять в петельку столбик с накидом 3, сюда же 4, сюда же 5, сюда же 6. Есть. Вот наш веерочек. То есть, если внимательно приглядеться, да, то есть мы начали точно так же, как мы начинали самый первый ряд. Да, мы будем провязывать сейчас ряд точно так же, как самый первый. Ой, опа. Итак, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Вспоминайте, да, у нас здесь был столбик с накидом. И мы здесь будем провязывать столбик с накидом. Ныряем вот в эту арочку и провязали столбик с накидом. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И я хочу вам показать, как провязать вот в эту арочку, да, 6 столбиков с накидом, то есть не как я провязала в петельку, а в арочку. Вы сравните, как вам больше понравится. Итак, в арочку ныряю. 1 столбик с накидом. В арочку 2 столбик с накидом. В арочку 3 столбик с накидом. 4, 5 и 6. И давайте закончим, да, 3 воздушные петельки и перепрыгнем вот в арочку, провяжем здесь столбик с накидом. Смотрите, смотрите и сравнивайте. Вот это получается, я провязала непосредственно в центральную петельку, да, во вторую, там, помните, 3 воздушные петельки были. А здесь я провязала, получается, веерочек в арочку. Как бы не сильно смертельно, да, как бы различия, конечно, видно. Но если вам позволяет зрение, позволяет пряжа, позволяет крючок, вы можете делать так. Если нравится больше так и не позволяет зрение, не позволяет крючок, не ломайте глаза, делайте так. Договорились? Итак, смотрите. Наш узорчик, получается, состоит из 3 рядов. Вначале веерочек, потом мы веерочек разделяем, потом мы делаем вот такие вот лепесточки. Понятно? Дальше идет опять повторение. Веерочек, потом веерочек разделяем, потом делаем лепесточки. Веерочек, веерочек разделяем, делаем лепесточки. Все, 3 ряда и прекрасный узорчик должен получиться. Ну, надо провязать побольше, чтобы посмотреть всю прелесть данного узорчика. У меня есть схема. Схема очень интересная, схема, мне кажется, немножко запутанная, но я ее прилагаю. Смотрите, контролируйте себя. Новички, смотрите на руки, сравнивайте со схемкой, учитесь, как можно по схемке связать. Ну, опытные мастерицы, конечно, сами себя контролируйте по схемке. Итак, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Как вам по итогу? Скажите, неплохо, да? Интересный такой забавный узорчик. Вот он получается у нас двусторонний. Видите? Получается, вы можете брать, смотреть любую сторону. Такая у вас будет лицевая. Угу. Вот. Ну, в первую очередь, что это может быть? Из летней пряжи. Это летние кофточки, летние маечки, топики, палантинчики и так далее, и так далее. Если эта пряжа будет демисезонная, зимняя, то, естественно, такие же изделия, да?
То есть это могут быть и кардиганчики, и шарфики, и снудики, представьте, да, из толстой пряжи. Тоже может быть очень даже и красиво, да, интересно. Давайте замерим красоту нашу сегодняшнюю. Сегодня, получается, набирала я 31 воздушную петельку. Ну вот, например, моя рука, моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок. В моем случае это вот 13 сантиметров. А тут получается, да, 3 ряда. Это получается вот такой вот интересный вот веерочек, такое вот сердечко, да, цветочек, лепесточек. Раз, два, три. То есть 3, 6, 9, 12. И первый наборный ряд 13. Ну-ка, давайте замерим, сколько это будет. Ну вот практически 11 сантиметров, да? Как вам? Красота? Конечно, из данной, получается, пряжи с хлопковый узорчик. Ну вот так вот он, видите, как тянется. Не очень сильно, не очень хорошо, но смотря для какого изделия, да? Вот, несложный, несложный. По схемке все понятно, понятно. Вот, естественно, кто вязал данным уже узорчиком, возможно, вы уже вязали, узорчик не новый, то рассказывайте, что вязали, пишите в комментариях. Так? Если не вязали, подбрасывайте идейки. Девчата читают комментарии, возможно, кому-то пригодится. Угу. Так, надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Смотрите, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. И подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Колокольчик должен быть самым верхним, темненьким. Тогда вам будут приходить все уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Нажимайте на плюсик под видео. Так вы сохраните видео себе в плейлисты и можете смотреть в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.